Даже в самые дремучие брежневские, андроповские времена в Ташкенте всегда можно было поесть. Когда я говорю «всегда», я не имею в виду любой день. Я говорю любое время суток. В 2 часа ночи хочешь кушать, в 5 утра хочешь кушать. Есть старый город, в котором тебя накормят чем хочешь. А уж когда пошли времена кооперативные, в старый город въезжаешь, едешь по улочкам медленно, а рядом с тобой бегут мальчишки. Бегут мальчишки, зазывают: «Акя, к нам езжайте!» Один говорит: «У нас плов, шурпа, манты, самса, что хочешь?» Другой кричит: «У нас шашлык, у нас ляля-кебаб». А тут ты ему ставишь подножку. А джигар есть? И непременно один из мальчишек подбежит и скажет: «Акя, есть джигар». Джигар, что по-узбекски, что по-азербайджански, это печень. Но также еще и называют шашлык из печени. Ай, джигар. Чтобы приготовить мой фирменный джигар, мне понадобится еще 2 продукта. Первый из них — это так называемый сальник, сетка. Да, тончайшая жировая сеточка, которая окутывает кишечник любого барана, любого теленка, любого поросенка. У говядины сетка либо сальник довольно толстые, не очень подходит. Если сетка у вас лежала в холодильнике, то непременно залейте ее горячей водой. Это сделает ее очень пластичной, послушной, с ней будет легко работать. Если не лежала в холодильнике, все равно залейте горячей водой. Это сделает ее лучше, как бы подготовит ее к приготовлению. Во-первых, она станет мягче. Во-вторых, если какой-то запах есть, он уйдет. Но здесь на столе у меня есть еще один продукт, запах которого надо беречь. Это копченое курдючное баранье сало. Бараний курдюк я засолил методом су-вид. Что такое метод су-вид? Пожалуйста, посмотрите в интернете. Я об этом рассказывал много раз. Этот курдюк провел вместе с солью при температуре 60 градусов примерно 12 часов. И за это время просолился полностью. Если бы я солил традиционными методами, то на это же самое ушло бы примерно 8 или 10 дней. Ну а после того, как курдюк просолился, почему бы его не закоптить? И вот копченый курдюк. Если кого это интересует, вот здесь есть ссылка в левом верхнем углу, подсказка. Ролик про то, как коптить сало, уже был. Мы его сегодня будем готовить вместе с печенью. Дело в том, что печень саму по себе отдельно, без сала, без жира не готовят. А вот вместе с курдюком получится такая печень, что просто ум отъешь, здоровья лишишься. Сало я нарезаю ломтиками, толщиной вы видите, примерно полсантиметра. Ну а дальше так, чтобы можно было удобно насадить на шампур. Могут спросить меня: ну а зачем вот это соленое, копченое, су-вид, сало? Ребята, вы не представляете себе, во-первых, какое оно вкусное. Во-вторых, вы не представляете себе, насколько оно нежное. Ну, а в-третьих, скажите, пожалуйста, вкус копченого, вот хорошо копченого сала шашлыку может помешать? Думаю, что нет, не может. Вот эта печень замечательная, баранья печень. Только я вырежу из нее вот эти прожилки. Вот это непременно застрянет в зубах, а вкус джигар-кебаба никак не улучшит. Если где-то попали сгустки крови, разумеется, их тоже лучше убрать. Печень для джигар-кебаба в Ташкенте всегда нарезали очень некрупными кусочками. На каждом шампуре было, может быть, 5, может быть, 6 кусочков печени. И
несколько кусочков сала. Минимальный заказ на одного человека был 5 шампуров. А настоящие джигиты ели 10, 15, а то и все 20 палочек, как мы говорили, джигяр. Вы понимаете, Ташкент, весь день жара. Уф, аппетита нет. А вот вечером, когда в махале, утопающей в садах, становится прохладно, да еще и прямо через двор журчащий арык проходит, там аппетит порой, знаете, как разыгрывался? Ох-ох. И вот что меня удивляет, где ташкентцы находили столько печени? Мне кажется, эту печень скупали по всему Узбекистану. Потому что неимоверное количество джигяр-кебаба поедалось каждый вечер. Разумеется, в Ташкенте использовали не только баранью печень, как я сейчас. Ведь она же совсем маленькая. 500 грамм, 700 грамм. Ну, у большого, у очень большого барана печень может весить 1,5 килограмма. Разумеется, использовали и говяжью печень. Знали, как использовать. Знали, как правильно жарить. А мне, ребята, страшно повезло. Мне попалась печень телячья. Этот продукт очень редкий. Этот продукт очень дефицитный. Ну, понимаете, хоть у каждого теленка, конечно, печень непременно есть, но не всем же она достается. И я снова вспоминаю Узбекистан, базары. Там, чтобы приготовить шашлык из печени, надо было иметь дружбу с мясником. И этого тоже было мало. Джигяр, печень надо было заказывать заранее. Вот за день, за два предупредишь мясника: у меня в такой-то день будет шашлык, и мне нужен джигяр. Он скажет: хопаке, только пораньше приходите, часов в 8 утра. Потому что после 8 утра к мяснику могут нагрянуть очень уважаемые люди. Настолько уважаемые, что он не сможет им отказать. И отдаст ему ту печень, которую откладывал для тебя. Нехорошо получится. Вокруг печени ходят много разных разговоров. Некоторые люди говорят, ни в коем случае нельзя солить заранее. А я не понимаю, если сейчас посолю эту печень, через 5 минут она у меня уже будет на шампурах. А через 10 минут, ну максимум через 15 минут, она у меня уже будет на тарелке. Что ужасного, что страшного произойдет с этой печенью? Да ничего, давай насаживать. Вот так вот. Ломтик печени, ломтик курдюка. Другие говорят, мол, печень непременно надо вымачивать в молоке, прежде чем готовить. Не понимаю, что даст молоко и от чего вымачивать печень. От какой-то там горечи? Я вам расскажу, откуда берется горечь. Дело в том, что прямо рядом с печенью расположен желчный пузырь. Когда не умеют разделывать скотину, повредят желчный пузырь. Желчь выльется и прямо на печень. Либо протоки печени не вырежут, а там тоже может остаться какая-то желчь. Вот она-то и горчит. Сама по себе печень горчить не может. Кто сказал, что вода не имеет вкуса, цвета и запаха? Минеральная вода Тассай даже звучит, как серебряный колокольчик. В каждом стакане воды Тассай отражается синее небо над горными вершинами Тяньшаня, а каждый глоток приносит свежесть и благоухание горных ручьев. Идеально сбалансированная премиум вода Тассай Эмеральд с 2001 года.
Вот это самый простой метод. Некоторые люди считают, что хороший повар непременно должен готовить сложно. Я люблю готовить сложные блюда, мне нравится. Но всегда ли это оправдано? А вот то, что мы будем делать сейчас, очень оправдано. Я вас уверяю, это очень оправданное усложнение приготовления шашлыка из печени. Посмотрите. Берем кусочек сальника, кладем на него немного кинзы, немножко солим, немножко перчим. И вот сюда укладываем кусочек печени. Сверху все то же самое. Перец, соль, кинза. Я знаю, без кинзы так многие делают, потому что, рецепт, скажем так, не новый. Вы попробуйте именно с кинзой. Это невероятно вкусно. Если вам не будет вкусно, приходите и напишите мне про это в комментариях. Напишите обязательно, чтобы я удивился. Ну вот, теперь можно и на мангал. Надеюсь, что многие, побывавшие в Ташкенте, согласятся со мной. Тот шашлык, тот джигяр был невероятно вкусным. В чем секрет? Что у них какая-то печень особая была? Или у них какое-то особое курдючное сало было? Весь секрет состоял в правильной, в идеальной прожарке печени. Я вам сейчас все расскажу. В Ташкенте и по сей день жарят кебабы, шашлыки, джигяр и люля-кебаб на очень маленьких мангалах. Узеньких и неглубоких. Уголь находится буквально в нескольких сантиметрах от мяса. Уголь там особый. Там используют каменный уголь, антрацит. Редко где найдешь на древесном угле шашлык. А уголь антрацит горит довольно долго. Жар дает очень сильный. Жарится шашлык буквально мгновенно. За считанные минуты. Не верите мне? Но поезжайте и посмотрите. При этом они продукт прожаривают вроде бы как до полной готовности, но ни в коем случае не передерживают. Я сейчас налаживаю мангал особым образом. Я делаю так, чтобы у меня вот здесь, в этой части, жара было побольше, а здесь, в этой части, поменьше. Теперь посмотрите, сколько у нас здесь. У нас здесь 12 палочек. У меня, более чем достаточный опыт приготовления шашлыка. Уж поверьте мне. Но джигяр, шашлык очень особый. И поэтому даже я тоже не возьмусь жарить одновременно 12 шампуров. Я буду жарить по 4 шампура. Для того, чтобы сделать все очень хорошо. Жар сейчас такой хороший, что никакого опахала не надо. Вы увидите, что буквально через 30 секунд... А вот уже первая капелька жира вниз спустилась. А вот и вспыхнула. Вспыхивает именно капающий жир. Вы это должны понимать, и у вас все будет хорошо. Раз вспыхивает, значит, пора переворачивать. И вот еще одно, пока не забыли. Пиала, миска. Сюда красный сладкий перец, чуть-чуть острого жгучего перца и чуть-чуть соли. Вот это все перемешать. Ага, загорелось, но ничего страшного. А вот для этого у меня есть
место рядом, где жар не такой сильный. Жду советчиков засыпать уголь солью. Точно так же можно и песком засыпать. Любой горящий предмет засыпаешь песком, солью, любым негорючим материалом, и он тухнет. Я не такой. Вот хорошо пошло, как надо. Шипит, сало топится, печень жарится очень быстро. В скорости приготовления весь секрет. Первый шашлык почти готов. Я убираю его в сторонку, потом подогреем, чтобы все подать одним разом. Ага. Ну и пусть сгорит этот жир. Соскреб кочергой жир, который накапал. И можно ставить следующую партию. Здесь тоже сейчас все будет происходить очень быстро. Печень баранья, говяжья. Если кто-то ест свинину, будет готовить из свинины, ради бога, тоже можно. Вся она готовится примерно одно время. Готовится существенно быстрее мяса. Но вы ей нагрев должны дать существенно больше. Мало того, что у меня уголь сейчас термоядерный, очень хороший уголь, очень жаркий уголь. Посмотрите, светится малиновым цветом. Я обмахиваю его, смахиваю с него пепел, чтобы ничего не мешало доступу кислорода непосредственно к углю. Все получается очень быстро. Все закапало, начало сало таять, начала печень готовиться. Видели? Сало-то уже вот оно шкварчит. Нюхаем, смотрим, слушаем. Все органы чувств задействованы, когда мы готовим такое сложное блюдо, как шашлык. Тем более, когда готовим джигар, печень на мангале. Чувствую, что сейчас здесь полыхнет. Очень нагрелось хорошо. Убираем. Здесь тоже продолжает готовиться в этой части мангала. Здесь тоже очень жарко. Но вот этого жара достаточно для того, чтобы поверхность не остыла. А с другой стороны, необходимо какое-то время для того, чтобы тепло проникло внутрь кусочков печени. Ну, пусть они небольшие, пусть 2-сантиметровые, 3-сантиметровые. Но время-то все равно требуется. Так вот, пока этот жир выгорает, вот здесь, на этой части мангала, все продолжает готовиться, жариться наилучшим образом. Все, можно ставить на место. Опахало. Что дает опахало? Ну, понятное дело, что мы сейчас обмахиваем, и к углю поступает свежий воздух, кислород. А с другой стороны, мы сдуваем горячий воздух. Сдуваем горячий воздух, который поднимается с мангала. И благодаря этому мясо у нас жарится в инфракрасных лучах. Вернее, печень. Они сушатся в потоках горячего воздуха. Вспомните, чем женщины сушат волосы. Как раз с феном, горячим воздухом. Запомните, чем мужчины должны жарить шашлык. На инфракрасном излучении. Это самое главное. Инфракрасное излучение, что от угля, что от солнца, от чего угодно, уменьшается пропорционально квадрату расстояния. Увеличили расстояние от угля до продукта в 2 раза. Жар уменьшился в 4 раза. Понимаете?
Жарь нормально. Вот посмотрите, посмотрите сюда. Видите, да? Видите, сколько жира? Но еще и какой-то сок от печени тоже выходит. Как выходит этот сок от печени? Да почти что вне зависимости от температуры. И выходит, и выходит. Будете жарить 10 минут, все 10 минут будет вытекать этот сок. Успеете пожарить за 2 минуты, значит, сока из печени вытечет 5 раз меньше. Чем быстрее пожарим, тем вкуснее получится. А вот для ташкентских шашлычников законы природы подыграли им. Понимаете, с другой же стороны, чем ты быстрее пожарил, тем больше клиентов успел обслужить. О, денег больше заработал. Хорошо? Деньги-то всем нужны. Так, все, мое терпение кончается. Совесть у меня есть. Еще 1 минута, и этот шашлык тоже убираем. А жар тем временем постепенно понижается. А что ты сделаешь? Ну это же уголь, он сгорает, понимаешь? Было бы электричество, оно бы жарило и жарило. А это уголь. Вот здесь у меня был запасной. Мы его сейчас вводим в игру. Потому что нам сейчас надо будет поставить следующую партию шашлыка. Шашлыка особого. Шашлыка очень вкусного. Печень в сальнике с кинзой и черным перцем. Снимаем, убираем в сторонку, подогреем, дошлифуем, дополируем. Потом, перед подачей. Поехали. Я в Кабардино-Балкарии не был никогда. Многие люди с Кабардино-Балкарии пишут, что это наш национальный шашлык. Ребята, дай бог. Я недавно был в Грозном на фестивале «Шашлык-машлык». Туда приезжала команда из Кабардино-Балкарии, которая фактически заняла 1 место, да? Наряду еще с одной замечательной чеченской женщиной. Женщина-чеченка победила в конкурсе на лучшее приготовление шашлыка. Вот здесь подсказка. Посмотрите. Мадина Ханум, привет вам еще раз. Ребята из Нальчика на самом деле очень хорошо выступили. Я так думаю, что на самом деле в Кабардино-Балкарии должна быть хорошая кухня. А что? Край курортный, благословенный, продукты все есть. Почему бы не готовить хорошо? Не понимаю. Вот следи только, чтобы огонь не вспыхивал. Обмахивай вовремя. Но на самом деле, конечно, такой способ приготовления шашлыка не могли не придумать, буквально везде, где знают мангал и где есть бараны. Сальник в любом баране есть. Вот эти вот продукты, как легкие, почки, печень, сердце, есть у каждого барана. Куда их девать? Раньше, до ислама, еще и кровь использовали. Да? Не поверите? Кровь тоже использовали для приготовления примерно вот таких шашлыков, либо колбас. Это называлось кан-кебаб или ган. На разных языках по-разному звучит это слово. Кровь. Кан, ган, кон. Так вот. Заворачивали весь ливер вместе с кровью и готовили. Но с приходом ислама кровь оказалась запрещенной к употреблению. Да и правильно сделали. И стали готовить этот шашлык из сердца, печени, почек, все вот завернуто в сальник, либо в кишки. Стали заворачивать и назвали его хан-кебаб. Был кан, стал хан. А в Якутии, где живут люди, в принципе, тоже говорящие на тюркском языке, это тюркский народ, кан-кебаб сохранился. Продолжают его готовить. И когда я об этом узнал, вот эта логическая цепочка у меня в голове и появилась. Откуда же произошел наш хан-кебаб? Что здесь ханского? Раньше вот такие продукты, как печень, легкие, ханы не ели. Понимаете? Это все отдавали простым людям. А простые люди, они знали, как приготовить из самых обычных продуктов самую вкусную еду. Теперь вы тоже знаете.
Здесь нет ничего сложного. Рынок, базар, а все разговоры, что у нас этого не продают. И чем это заменить, это разговоры в пользу тех, кто ничего не хочет делать. И я понимаю, что люди ищут себе оправдание, пытаются его найти у меня. Ребят, вам передо мной не надо оправдываться. Не хотите так вкусно готовить, не готовьте. Мне какая разница? Вообще нет, мне разница есть. Я очень хочу, чтобы вы на самом деле готовили очень вкусно. Чтобы вы детей своих воспитывали на очень вкусной еде, на какой-то очень хорошей музыке. Чтобы вы думали о том, как сделать жизнь вокруг вас лучше. В этом смысл жизни. Ну зачем вот ты родился, зачем плодил детей, зачем взял, да потом умер и закопали тебя? Что ты сделал вот за эти 70-80 лет, которые тебе отпущены? Если ты сделал жизнь на земле лучше, вот хотя бы для своих детей, лучше, чем она была у тебя, ты уже не зря жил, парень. А если ты сделал жизнь лучше сразу у множества людей, ну это вот то, зачем мама родила. Это то, чем мама имеет право гордиться. Порадуйте своих мам. Порадуйте. Пусть бабушки, дедушки сидят с вами за одним столом. Если где-то есть одинокие старики, обязательно позовите. Не считать, что вот раз он старый, то ему вот такого шашлыка не хочется. Это глупость. Хочется, еще как хочется. Ему неудобно попросить. А вы сами позовите. Увидите, какая благодарность будет от этих людей. Увидите, сколько хороших, умных слов вы услышите от них за обедом. А вы тоже не стесняйтесь. Вы тоже говорите хорошие, умные слова. Кому? Да вашим детям. Вот они, когда едят такую вкусную еду, они хорошие слова усваивают. Вы это запомните. А вот этот шашлык, в принципе, тоже готов. Доведем его до идеала во время разогревания. Сейчас пора накрывать стол. Праздничный стол. Ну что, выходим на финал. Вот этот шашлык самый первый сняли. Он уже остыть успел изрядно. Его первым мы возвращаем на мангал. Это был второй. Телячий. Ох. Сальники с кинзой, с черным перцем. Чудо, чудо, а не шашлык. Остался маленький штрих. Вот представьте себе, девушка, красивая девушка, одевается. Если это узбечка, как в старые времена, заплетает много косичек, да? Надевает красивое платье, брови подкрашивает. Знаете, такая трава есть, усьма называется. Вот из этой усьмы, из ее сока, получается отличная краска для бровей. Песня такая была. Подведу глаза усьмой, сам пойдешь за мной. Девушка поет. А мы сейчас должны подвести шашлык. Мы шашлык должны подвести красненьким перчиком. Вот у меня здесь смесь разных красных перцев. И сладкого, и острого. И чуточку соли. Я сначала солил, да это игрушки все были. Соль должна быть. Без соли и вкусен шашлык из печенки. Могут спросить люди, а что сразу красным перцем-то не посыпали? Сгорит. Красный перец очень, очень быстро горит. А вот этот шашлык ничем не будем посыпать. Там все, что надо, уже внутри. Вот он. Посмотрите какой. Ну не красавец, а? Красавец. Переворачиваем. Ох, кинза как запахла. О, как она запахла. Знаете что? Вот этот шашлык уже так готов, что я его
начну снимать. И прежде чем снимать, хочу вам показать, как он получился. Вот нож, чистый, острый. Берем и надрезаем. Посмотрите на цвет печени. Вернее, не посмотрите, полюбуйтесь этим цветом печени. Вот как должна выглядеть правильно приготовленная печень. Если она у вас получилась серой, сухой, в общем, как всегда, значит, неправильно приготовили. Понимаете меня? Все, снимаем, поторопимся. Ничего себе! Вот это запах! Вот это запах вкусного, курдючного, копченого сала. Ребята, держите меня, держите, чтобы я прямо сейчас не начал есть это все. Потому что это невероятно вкусно пахнет. Пах. Знаете, что сюда надо, да? Знаете, если есть немножко холодненькое, можно, с такой едой можно. Только по чуть-чуть. Вот как с горчицей, как с кетчупом, да? Ну не будете же все заливать. Точно так же. Вот по чуть-чуть. Для хорошего аппетита можно. А на самый верх вот это. Ну что это? Это же фактически долма. Понимаете? Джигер долма. Весь жир из этого сальника вытек. Осталась только вот эта вот красная хрустящая оболочка. И весь сок, который был в печени, где он? Он здесь, внутри. Да еще и сок от кинзы, сок от самой печени. Хорошо. Вот эти две пусть еще дожариваются. А у меня осталось вам сказать два слова. Ребята, просто так нельзя это есть. Надо есть обязательно с зеленью, со свежими овощами. Салатик порежьте. Вот такой, как на плов. А чих-чучук говорят в Ташкенте, шакароп говорят в Ферганской долине, в Таджикистане тоже говорят шакароп. Хлеб должен быть на столе. Чай, горячий зеленый чай, пусть на столе не кончается. Пусть кто-то следит, если чай кончился, чтобы пошли и заварили новый. Потому что это надо запивать горячим чаем. И самое главное, без чего нельзя подавать такое блюдо? Без хорошего настроения. И чтобы у вас всегда оставалось хорошее настроение, мои дорогие друзья, мои дорогие подписчики, лайки не надо, подписок тоже не надо. Мне надо, чтобы вы вкусно готовили и чтобы у вас всегда был приятный аппетит. Дорогие друзья, если я что-то и сделал в своей жизни хорошее, то это кулинарные книги, которые я написал. Вот эти две занимали первые места на международных конкурсах, но дело даже не в этом. Когда их даешь кому-либо в руки, люди берут и говорят, дорого стоит, 1008 или 10. То есть люди оценивают их в 3 раза дороже, чем они стоят на самом деле. Но сегодня у меня для вас отличная новость. Скоро наступает летний сезон. Нужно будет готовить что? Шашлык. Для этого есть книжка «Мангал». Те, кто покупает книжку «Мангал» вместе с книгой «Казан», шикарная книга, между прочим, получают абсолютно уникальную книгу о марокканской кухне совершенно бесплатно. Знаете, что такое марокканская кухня? Кто полюбил узбекскую, кто полюбил азербайджанскую, тот полюбит и марокканскую. Потому что это как бы продолжение тех же самых блюд, только с абсолютно другим вкусом. Готовится очень просто. Готовится из тех же самых продуктов, из которых и мы в основном готовим, и с теми же самыми специями, что продаются у нас повсюду. Но получается что-то новое. А кулинария и есть наука о новых блюдах. Итак, «Мангал», книга «Казан», и вы получаете книгу «Таджин Кускус» о марокканской кухне. Совершенно бесплатно. Сама по себе эта книга стоит 3000 рублей. Но это еще не все.
Вот здесь у меня есть книжка «Счастье кулинара». Во многом эта книга автобиографическая. Она о моем кулинарном становлении. Что я любил в детстве, что мы с супругой готовили в молодости, что мы любим готовить сейчас. Это книга о нашей семейной кухне. Но, разумеется, моя самая большая любовь – это плов. Итого, книга «Плов» и книга «Счастье кулинара». Кто покупает их вместе, получает книгу про марокканскую кухню опять бесплатно. Книги можно заказать с автографом. Вот эта книга нынче чемпион по продажам, потому что это самая новая книга, составленная по рецептам, которые вы выбрали. Вы смотрели эти рецепты больше всего в Ютубе, вы их чаще всего лайкали, вы чаще всего подписывали, просмотрев ролики с этими рецептами. 75 уникальных, самых вкусных рецептов вот здесь. Помимо этого, я хотел бы предложить вам очень интересную книгу о чеченской кухне. Эта книга так и называется «Кухня чеченского народа». Шикарный том. Опять-таки, что-то новенькое. Не то, что вы готовите всегда. Хотите развиваться дальше? Хотите узнавать что-то новое? Вот она. Книга о чеченской кухне. Кавказ, что может быть лучше? Лучше может быть только книга о баранине. Книга «Казан-баран» и моя самая первая книга, которая продается уже 17 лет. «Казан, мангал и другие мужские удовольствия». Так любит ее народ, что каждый год приходится допечатывать тиражи. К слову говоря, книга «Таджин Кускус» только кажется маленькой. На самом деле она чуть-чуть больше, чуть-чуть шире, чем книга «Казан-мангал». Вот она насколько больше. Вот она насколько шире. Точно такая же по толщине, отпечатанная на роскошной бумаге. Если кто-то захочет купить вот эти две книги, «Казан» и «Плов», разумеется, тому человеку я тоже подарю книгу «Таджин Кускус» совершенно бесплатно. А если кто-то захочет купить 3 книги о чеченской кухне, а так часто бывает, люди покупают сразу несколько книг, а потом просят меня: эту книгу подпиши для Сергея, эту книгу подпиши для Рустама, эту книгу подпиши для Бориса. И все, у этого человека решен вопрос с подарками. Итак, хотите ли вы купить что-то для себя, хотите ли вы купить что-то в подарок друзьям, всегда есть выбор. Одну книгу берете себе, одну книгу другу, третью получаете бесплатно. Заходите в мой магазин stalik.ru. Книги мы знаете, как упаковываем? Во-первых, картонная коробка. Во-вторых, обязательно пузырчатая пленка. И только потом пакетик, в котором вам эту книгу и доставят. Все книги доставляют в идеальном состоянии. Не помятые, не порванные, как это бывает очень часто, к сожалению, в маркетплейсах. Я поэтому и решил, что больше мои книги в маркетплейсах продаваться не будут. Эксклюзивный продавец моих книг – мой магазин, где все под моим контролем – stalik.ru. Ссылка в описании.